Всем пламенный привет! Или нет? Потому что пламенный это уже активация чакры Манипура. А это пока рановато. Давайте холодный, трезвый взгляд психиатра, как в пятницу вечером. Сегодня у нас разбор полетов. А точнее, разбор наших и ваших падений. Прям с крыши и прям на духовные грабли. Знакомьтесь, картинка номер 1. Люся. Нет, не просто Люся, а великая Люцифера. Проводник интроморфных лучей Плеяд. В обычной жизни просто бухгалтер Людмила, которую все, абсолютно все, игнорируют. Но однажды Люси поплохело, прямо в автобусе номер 143. И это был контакт. Не просто контакт, а контакт с высшими силами. И теперь наша Люся видит, она видит наши ауры. Видит так хорошо, что может диагностировать у вас порчу, проклятие до 7-го колена и наличие тети Глаши из прошлой жизни, которая мешает вашему финансовому благополучию. Как? Да, очень просто. Вы говорите: Люся, у меня голова болит, а она, закрыв глаза, тихо шепчет: я вижу над тобой сущность в виде таракана с кредиткой прямо в лапках. И это твой бывший начальник, который наслал на тебя порчу. Тебе срочно нужно почистить карму. Совершенно недорого. Всего за 15 тысяч за сеанс. Кристаллотерапии. И самое удивительное, Люся сама в это верит. Она уже не Люся, это канал. По этому каналу к ней приходят великие учителя. Архангел Гавриил, инопланетянин Аштар. И почему-то к ней лично еще приходит Сергей Лазарев. И они не просто говорят, они диктуют ей послания для всего человечества. Типа: дорогие земляне, любите друг друга и купите Люсе новую куртку, а то на ней энергетическая дыра. А в это время ее собственная квартира выглядит как филиал помойки, потому что уборка – это низковибрационное занятие, для духовных личностей или все-таки слепцов. А она парит где-то в астрале, общается с рептилоидами и с гуру Сатчидананда. И пока она парит, то в ее настоящей низковибрационной кухне такие бегают те самые астральные тараканы. Но это вовсе не тараканы, это проводники энергии Ци. И их нельзя трогать. И знаете что? Я прекрасно понимаю всех этих людей. Жизнь, она иногда такая, как плохой концерт. Работа дурацкая, в метро давка, в новостях безостановочные негативные новости и апокалипсис. И мозг начинает взрываться и орать. Давайте уже что-нибудь осмысленное. Где-то тут, вот это самое мое настоящее. Все самое мое вечное. Давайте о осознанности. И человек идет в интернет. Не к психологу, нет, потому что это дорого и стыдно, а в интернет. Бесплатно и анонимно. И он натыкается на красивую картинку с лотосом и цитатой: «Ты – это не бренное тело, ты – это душа, сияющая, как миллиарды звезд в этой многозначительной вселенной». И он такой: о,
Точно, я не Люся и не Вася из бухгалтерии, задолбавшийся отчеты сводить. Я это сияющая душа. И они покупают коврик для йоги. Один, потом второй для баланса чакр, а потом третий, на случай, если первые два вдруг заговорят. Заговорят внутри их собственной головы. А смысл? Смысл-то в жизни так и не нашелся. Потому что смысл жизни – это не картинка с лотосом. Смысл жизни – это, извините, делать то, что ты должен. Делать то, что нужно делать. Даже тогда, когда не хочется. А сияющая душа, она в декрете, она отдыхает в вечности. А ты иди, Вася, за квартиру заплати. Заплати налоги и найди денег на то, чтобы прокормить самого себя. И это в лучшем случае. А в худшем у тебя семья и дети. И государство почему-то не очень-то озабочено твоим благополучием. Ведь твои проблемы – это не проблемы законодательного собрания. А бывает совсем иначе. Бывает у человека по-настоящему. Кризис. Настоящий. Жена ушла. Работа накрылась медным тазом. Кот, в конце концов, умер. Либо близкие люди. В общем, полная жопа. То есть полное очищение кармы. И он решает: все, я ухожу в духовность. Я стану гуру. В общем, Манечка Величия посетила. И он начинает медитировать. Нет, не 5 минут в день, а по 8 часов подряд. Пока дети голодные плачут: папа, я хочу кушать. А он им: тише, детки, папа третью чакру открывает. Сейчас мы с вами праной насытимся. А через месяц он выходит в мир, очищенный весь такой, просветленный, с пустым холодильником и с долгами за квартиру. Жена ушла. А дети думают, что папа идиот. Но зато он теперь точно знает. Он знает, что он не от мира сего. И он начинает всех учить жизни. Ну и советы раздавать. А сам последний член без соли доедает. В общем, все рухнуло, но я крепчаю. Свое сознание внутри отвечаю. Он видит друга, который грустит из-за развода, и говорит: брось это все. Брось это все, это иллюзия моя. Прими страдания как дар. А друг ему в ответ: слышишь, прими в дар вот этот вот кулак, прям в свой нос. Потому что так-то на минуточку, иллюзии это точно не покажется. Все великие просветленные гуру Сатитананда и духовностью окрыленные очень много говорят. Ну, как только ты бьешь им кулаком по носу, они мгновенно достигают просветления. Но бывает и по-другому. И вот они уже не Вася, не Люся, они это Васудев или Лакшми. Они покупают себе антураж, белые штаны, благовония, которые, кстати, на минуточку воняют, как сгоревший унитаз, и садятся в позу лотоса посреди своей гостиной. Они теперь не говорят. Они изрекают великие истины. А завтрак они называют принятием праны. А поход в туалет – это внутреннее
очищение Надя. Прокшалана. Они собирают вокруг себя 3 таких же потерянных душ и создают ашрам прямо у себя на балконе. А потом говорят: отдайте мне все ваши денежки, потому что это урок вашей непривязанности к жизни. А сами на эти деньги заказывают себе суши, потому что цицата просветленному можно все. И потому что он не двойственности добра и зла. А суши это просто энергия в форме риса и рыбы. Хавайте, мои дорогие просветленные. И вот так рождаются гуру на балконе. Его учение – это смесь Кастанеды, Википедии и собственных галлюцинаций после несвежего борща. Их главный враг – это скептики, которые спрашивают, так-то, время от времени: «О, великий, а почему у тебя на просветленном коврике пятно от борща?» А он такой: «Это не борщ. Это символ пролитой крови эго на пути к свободе». На самом деле наш великий Васудев или Лакшми – это мелкие сошки. Потому что есть прям настоящие титаны идиотизма. И это духовные коучи. Это те, кто взял вашу боль, вашу неуверенность и завернул ее в красивую обертку из санскритских словечек и продает обратно их вам. Но задорого. Они не говорят: у тебя депрессия или иди к врачу. Они говорят: дорогой, у тебя блок в анахате. Купи мой курс. Открой свое сердце за 7 дней. Недорого, всего за 50 000 рублей. И я научу тебя, как плакать мантрой и зарабатывать на этом. Их реклама: проснись, спящий, ты Бог. Но не для активации божественности. Они просто продают мантру на привлечение денег. Причем не для вас, а лично для себя. Представляете? Ты сидишь, бубнишь «Ом намах шивая», а в дверь стучатся приставы. Потому что они пришли за долгами по вашим кредитам. А вы им такие: подождите, я на 15-м круге, сейчас на меня снизойдет золотой дождь. И я все отдам, клянусь. Ой, караул. Картинка номер 2. Картинка номер 2 – это Сергей. Бывший менеджер среднего звена. После тренинга лидер за 5 дней. Но его все-таки уволили. И Сергей вдруг осознал, зачем быть лидером среди людей, когда можно быть Богом. Можно быть Богом среди овощей на собственном балконе. Он прошел курс пробуждения кундалини за 3 дня. Не где-то там, а прямо здесь, на YouTube. И теперь у него проснулась змея. И она сидит где-то в районе копчика, но иногда просыпается и требует, чтобы Сергей сидел в позе лотоса и не отвлекался на всякую там мирскую суету. Например, на поиски работы. Потому что денег-то на жизнь нет. И вдруг он достигает внутреннего просветления. Он основал свою школу «Путь безусловного ничего». Его учение это просто все есть иллюзия. Особенно вопросы всех скептиков. Деньги это тоже иллюзия.
Отдайте их лучше мне, и я вас научу, как жить без них. А пока я сохраню ваши денежки в своих карманах. Ну, если, конечно, какие-нибудь лохи их принесут. Его главный ритуал – это утренняя медитация на принятие какого-нибудь абсурда. И он садится, закрывает глаза и 2 часа думает о том, как Вселенная совершенна. А потом открывает глаза, видит, как его кошка снова нассала в тапок и говорит: «О, это прекрасно! Это урок непривязанности! Спасибо! Спасибо, Вселенная! Правда, вонь в квартире стоит несусветная. Но это ничего страшного. Главное – это просветление». А кошка смотрит на него, как на идиота. Потому что кошка – это единственное просветленное существо в этой квартире. Потому что она просто живет, ест, спит, гадит и ходит там, где ей хочется. Без каких-либо мантр. А есть мои самые любимые. Это цари мира и аватары. Грядущие цари. Особое сословие. Это когда человек не просто гуру, а уже и вовсе Наполеон. В штанах из льна. Он прочитал пару книг по эзотерике и философии и заявляет: Я – это перерождение Иисуса Христа. Я – это великий Будда и одновременно инопланетянин Сириуса. Моя миссия – это спасти эту планету. Желательно, начиная с вашего кошелька. И у него есть уже подробный план, как он будет править после своего собственного вознесения. У него есть карта, где его будущий дворец отмечен прямо на месте. Тут недалеко, за углом, возле пятерочки. И он пишет манифесты. Пишет манифесты в YouTube, пишет манифесты в Telegram с орфографическими ошибками. И звучат они так: «Скоро грядет переход. Готовьтесь, отдайте мне все свое злато и серебро для построения нового мира». А если спросить этого идиота: «Слышишь, царь, а почему у тебя в этом новом мире опять долги за ЖКХ?» то он ответит: «Это кармические испытания, мой брат, для моих учеников и для меня лично. Принесите мне еще денег, чтобы я их отработал». Ну, как бы за себя и за вас. Картинка номер 3. Великий Виссарион 02. Нет, он не из Якутии, он из Химок. Он вчера посмотрел фильм про аватара, прочитал пару постов в паблике «Тайные знания» и осознал. Он вдруг осознал свою миссию. Оказывается, он не просто перевоплощение Иисуса Христа или Будды. Он – это одновременно забытый сын инопланетного императора с планеты Нибиру. Великий аватар. И у него есть план. План спасения всего человечества. Он написал его в блокноте для уроков своими корявым почерком. Первое. Все должны признать меня царем. Отдать мне все свои деньги на построение новой реальности. Купить мне белую лошадь. Белую лошадь, кстати, обязательно для въезда в Новый Иерусалим. Он же подмосковный коттедж где-то в Барвихе. Потому что
Он общается напрямую с Создателем. Вы спрашиваете, как? Да очень просто. Он задает вопрос в уме, а потом сам же на него и отвечает. Но только уже басом, делая такое серьезное лицо. Создатель! О, великий Создатель! Как нам спасти все человечество? А ему сверху басом. Сын мой, начни с того, чтобы твои последователи принесли мне... Как вы думаете, что? Верно, творожок или сметанку. Потому что это символ Млечного Пути. И он ждет. Он ждет своего собственного вознесения каждый понедельник и говорит: в эту пятницу я знаю, я чувствую, это точно начнется. И идет в банк и берет долгосрочный кредит. А сам на самом деле просто лузер, который заблудился в этой жизни. И так же, как и все, платит за коммуналку, платит налоги, потому что даже Создатель пока, как-то не отменил квитанция за ЖКХ. Его мания величия так велика, что он забыл свою настоящую фамилию, но помнит пин-код от своей собственной карты. Странно, да? Царь вселенной. А банкомат просит всего лишь 4 цифры. Несложно, в общем, запомнить. И картинка номер 4. Это бизнесмены от пробуждения. Это вообще, это высшая лига. Они не верят ни в какую чушь. Они просто видят вашу боль. Они видят вашу глупость. А еще они видят ваш кошелек. И соединяют это в одну просто великолепнейшую, гениальную, прекрасную схему. И их главный инструмент – это слова-пустышки. Энергия, вибрация, трансформация, карма, драйв. И они продают вам диплом просветленного. Опять же, недорого, всего лишь за 100 тысяч рублей. Вы получаете сертификат и кружку с надписью «Я есть любовь». И пожизненную подписку на их бессмысленные вебинары. Люди, а не пора ли вам проснуться? Потому что знания о духовности не продаются. Их любимый прием – это «дорогой, я вижу у тебя блок на уровне денежного канала». И это потому, что в прошлой жизни ты был монахом, давший обет бедности. Но я могу это разблокировать. Смотри, ты покупаешь мой курс «Денежная мантра» за 7 дней, читаешь ее, и я, твой великий гуру, своей мощной энергетикой направлю прям в твой, так сказать, банковский счет денежный поток. А деньги почему-то все никак не идут. А ты такой потом читаешь мантру и не поймешь, что же происходит. И пишешь ему: гуру, ваша мантра не работает. А он многозначительно вам отвечает: это потому, что ты недостаточно верил. Купи курс 2 ступени «Абсолютная вера». И там я научу тебя, как не задавать мне глупых вопросов. Согласны? Идеальнейший бизнес. Товар – это воздух. Гарантий нет никаких. А если не сработало, то виноват. Кто виноват-то? Виноват всегда клиент. Потому что он,
Клиент не доработал, не осознал, не доплатил. И это просто гениально! Смешно. Очень смешно. Причем смешно до слез. А иногда до психиатрической больницы. А вся правда-то в чем? А правда в том, что духовность, она не про то, чтобы убежать от себя убогого. Она про то, чтобы встретиться с самим собой настоящим. Она для того, чтобы достигнуть понимания и осознанности. И для этого вовсе не нужны коврики для йоги или белые штаны. 3 раза ку. Или титул великого аватара. Потому что правильный подход – это всегда подход взрослого человека. Не верить никому на слово, а всегда проверять. Потому что только эмпирический опыт является критерием истины. Если учитель просит слепой веры, денег или твою жену, это не учитель, это мошенник. Потому что настоящий мастер всегда скажет: не верь мне, иди и попробуй сам, бесплатно, без денег. Иди проработай. Иди ощути, иди почувствуй. Сначала земля, а потом уже небо. Сначала нужно научиться твердо стоять на ногах, а потом уже врываться в духовность. Нельзя построить храм духа на болоте нерешенных проблем, нерешенных своих социальных задач. Неустроенность, долги, больные отношения – это вовсе никакая не иллюзия, а это наша текущая реальность, которую нужно решать своими действиями и поступками, а не с помощью волшебства и магии. Для начала нужно навести порядок в своем доме, научиться зарабатывать, быть надежным, и так-то на минуточку сходить к стоматологу, вылечить свои зубы. Это и есть первая и главная духовная практика. Потому что сильный дух живет только в здоровом теле, в ответственном теле жизни. А уже потом все остальное. Деньги в мире социума – это эквивалент духовной силы. И если вы в реальности не умеете зарабатывать и самореализовываться, то и в духовности вы просто славоблуды. Дорогие мои просветленные, потому что прежде всего на любом духовном пути это внутренняя и внешняя чистота и дисциплина, а не какой-то там, ух ты ж, экстаз, самадхи или нирваны. Поэтому не гонитесь за просветлением и космической любовью. Гонитесь за тем, чтобы каждый день делать то, что вы должны. Вставать рано, делать зарядку, качественно работать, быть добрым, отзывчивым, к близким и к другим людям. Даже тогда, когда этого не хочется делать. Вот она, настоящая духовность, а не то, что вы думаете. Вот он, настоящий путь воина. Скучно, правда? Зато надежно. И при всем при этом крыша не едет. Потому что
Быть учеником по жизни – это не быть фанатиком какого-либо учения. Потому что нужно читать не только Веды, книги по психологии, истории, физике или изучать какие-то религиозные учения. Но и время от времени изучать хотя бы хоть что-то. Например, иностранные языки, потому что это полезно для головного мозга. Гулять в лесу, заниматься спортом, иметь отношения, любовь, страдать, плакать, радоваться, смеяться, падать и подниматься, наслаждаться тем, что есть. Не где-то там в небесах, а в своей собственной жизни. Прямо здесь и прямо сейчас. Потому что весь этот опыт – это и есть твой главный гуру. А все остальное это только карта местности. И вот в чем правда. Никто за вас вашу жизнь не проживет. Вы не Ошо, вы не Карлос Кастанеда, вы не Будда, вы не Иисус Христос. Вы – это вы. И вы никогда не станете ими. Потому что ваша собственная жизнь – это самый уникальнейший и неповторимый жизненный опыт, который лично за вас никто не проживет и никогда не повторит. Вот такая вот она правда. А идиотизм и неправильный путь приводит только к потере. К потере денег, времени, рассудка, близких, семьи. К тому, что вы в 50 лет останетесь одни, в пустой комнате с китайскими статуэтками и кошечками, пустым кошельком, все еще ожидая, когда же вселенские энергии наконец-таки откроют вам денежный канал. Ребят, никогда. Идите и работайте для начала. Потому что, еще раз повторю, прежде чем врываться в духовность, сначала научитесь твердо стоять на ногах. А уже потом все остальное. Потому что правильный путь приводит совсем к другому. Он приводит к тому, что ты становишься нормальным человеком. Сильным, адекватным, ответственным. С понятиями совести, чести, справедливости, доброты. Счастье, любовь и свобода духовной души человека, природа. Человек, который может почистить свои собственные чакры, это не человек, который не боится жизни. Правильный человек – это тот, который может почистить трубы в своей канализации в доме, а не только чакры, которому не нужно доказывать свое величие, потому что он знает самому себе цену и кто он есть на самом деле. И эта цена не в титулах, а в действиях и поступках. Потому что человек не определяется тем, что он говорит. Он определяется только тем, что он делает. И вот самое главное. Прислушайтесь. Вот симптомы, когда пора бить тревогу, а не петь мантры посередине своей собственной гостиницы.
Если ваш учитель говорит, что только он знает правду, а все остальные спят, если вместо решения проблем вам предлагают отпустить их в любви и свете, но при этом сдать последние деньги на общее дело, если после практик вам становится хуже в реальной жизни, вы потеряли работу, друзей, связь с семьей, но вам говорят, это очищение, так и должно быть. Если вы начинаете видеть сущность и слышать голоса, которые не советуют ничего дельного, например, не ешь эту котлету, в ней сидит демон прошлого. Это не голос Вселенной, это повод сходить к психиатру. Потому что правильный путь всегда скучный. И он вовсе не героический. В нем нет корон, мантий, в нем нет никаких аватаров и мессий. В нем есть только трезвость. Потому что духовность – это не оправдание для того, чтобы сбежать из реальности. Это способ глубже в нее войти. Потому что сначала это трезвость, здравомыслие и понимание. А потом уже все остальное. Мыслить ясно и решать. Решать свои собственные проблемы и земные задачи. Ответственность за каждое свое слово, за свои поступки. В этом суть духовности и кодекса. Кодекса нет, не воина, а настоящего человека. Потому что прежде чем спасать человечество и весь мир, сначала нужно спасти себя. Устроиться на работу, вылечить зубы, помириться с родителями, с близкими, с друзьями. Научиться в конце концов стоять на кухне и готовить себе еду. Крепко стоять ногами на земле. Это и есть самая настоящая духовная практика. Действие, а не пустая философская болтовня. Не говорить о любви ко всему живому. Не цитировать сутры, а выполнять свои обещания, чтобы ваши слова соответствовали вашим поступкам. Потому что дух познается в простых делах и поступках, а не в пустых разговорах. Здравый смысл – это то, что звучит слишком красиво, пафосно и обещает легких путь к величию. И иногда это просто ловушка для нашего тщеславия и лени. Побег от рутины, побег от самого себя. А правда в том, что только труд над самим собой облагораживает человека. Потому что истинная сила приходит не через взлет на небеса, а через умение твердо ходить по земле. Не через разговоры с архангелами, а через честный разговор с самим собой. Не через корону из фольги, а через спокойный и трезвый взгляд в зеркало. В зеркало своей собственной саморефлексии. Ну а на этом сегодня все. Всем спасибо. И будьте адекватны. И пусть ваша крыша всегда будет на месте. А если вдруг, она поехала, знайте, что есть хорошие специалисты с дипломами, а не с каналами, которые всегда вам готовы помочь. Дорогие мои грядущие цари, мессии, гуру, Сатчитананда. Ставь лайк и подписывайся, если понравилось, потому что дальше будет только интереснее.